Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и я хочу поговорить с вами сегодня о сенсорном помощнике, который многие недооценивают на смартфонах Xiaomi. Я покажу полезные фишки этого помощника, которыми пользуюсь сам, а также мы обновим его на более стабильную версию. Но обо всем по порядку. Знаю, что многие владельцы Xiaomi даже не активируют на своих смартфонах сенсорный помощник, но на самом деле он может оказаться очень полезным. Давайте зайдем в настройки. Практически в самом низу расширенные настройки. Сенсорный помощник. Чтобы его включить, активируем вот эту галочку. После активации на дисплее смартфона сбоку появляется вот такая риска, коснувшись которой выходит сенсорный помощник. Если удержать на этой риске, помощник можно переносить в любые стороны, влево и вправо, либо вниз. Лично мне удобно перенести ее примерно вот сюда. Теперь поговорим, какие фишки я применяю через сенсорный помощник и как я его настраиваю. Первым делом я ставлю галочку «Скрывать после 3 секунд бездействия». Если ее снять, сенсорный помощник будет выглядеть вот таким образом. Это не так удобно. Лучше, когда он выглядит в виде незаметной риски. Также я включаю вот эту функцию «Показывать на экране блокировки». Это для того, чтобы на экране блокировки можно было, например, с легкостью включать фонарик. Предпочитаемый жест я выбираю нажатие. Если выбрать скольжение, то тогда сенсорный помощник будет вызываться вот таким образом, в одно нажатие. Здесь кому как удобнее. И, конечно, функция «Автоматическое скрытие» нужна, например, для геймеров. Если вы играете в какие-то игрушки, в этом меню выбираем то приложение или игру, в котором сенсорный помощник будет исчезать, когда вы в нее зайдете, для того, чтобы он нам не мешался. Теперь, друзья, смотрите, те фишки, которые я устанавливаю на свой сенсорный помощник, я покажу вам. Например, поиск музыки в один клик. Это действует так же, как Shazam, только намного лучше. К примеру, вы едете на машине и слушаете радио. Там играет какой-то трек, который вам очень нравится, но вы не знаете его название. Активируем сенсорный помощник, нажимаем этот ярлык. Всего в несколько секунд данный трек незамедлительно находится. Также отмечу, что с помощью этой функции вы можете даже насвистывать какую-то песню, ее мотив, и она найдется. Это очень полезная штука. Следующая настройка и фишка, которую я использую на своем Xiaomi в сенсорном помощнике, это OK Google. Иногда помощник Google очень полезен, но также часто бывает, что он срабатывает автоматически. Так вот, друзья, я захожу в настройки, в самом низу открываю пункт Google, настройки для приложений Google, поиск, ассистент и голосовое управление. Google Ассистент, Voice Match. Я снимаю вот эту галочку. Этим самым мы деактивировали фразу OK Google. Теперь одной рукой его можно запускать из сенсорного помощника. Это то же самое. Теперь, к примеру, отсюда я его запускаю. Открой камеру и сделай фото. Это также очень удобно. Ну и, конечно, друзья, я знаю, что многие из вас очень часто слушают музыку через свои смартфоны, поэтому в сенсорный помощник я установил плеер. Теперь он запускается отсюда. Плюс ко всему, ни для кого не секрет, что если зайти в приложение «Безопасность», нажать шестеренку, ярлыки, и вот здесь можно создавать такие полезные ярлыки, например, очистка памяти. На последнем рабочем столе появляется вот такой ярлык. Его можно перенести на первую страницу рабочего стола и отсюда в один клик по нему делать глубокую очистку. Но многие пользователи не любят, когда у них на рабочем столе есть какие-то лишние ярлыки. Поэтому я его удаляю и устанавливаю данный ярлык в сенсорный помощник. По нему точно так же кликаем один раз, происходит полная очистка памяти. Если часто очищать память, то это положительно влияет на расход батареи, это факт. Теперь как это все настроить? Идем в настройки, расширенные настройки, сенсорный помощник, функции ярлыков. Перед нами появляются 4 кнопки, которые здесь присутствуют. Заходим в первый. Здесь я выбираю очистку памяти, она у меня уже установлена. Дальше иду во второй ярлык, в самый низ приложение.
Нахожу приложение Ассистент, ставлю на нем галочку. Это и есть Google Ассистент. Теперь он появился у нас здесь. Дальше под роликом я оставлю ссылку вот на такое приложение Аудиопоиск. Переходите в мою группу ВКонтакте, пожалуйста, не забудьте на нее подписаться, оттуда вы попадете в мой Telegram, и там по прямой ссылке его скачаете. После установки Аудиопоиска идем в третий ярлык, приложение, также находим здесь Аудиопоиск и ставим галочку. После этого, как вы поняли, он появляется здесь, и в один клик по нему вы можете искать любые треки. Как вы поняли, на четвертый ярлык можно поставить любой плеер. Также заходим в приложение, выбираем здесь любой плеер, который вам по душе. У меня выбран вот этот. После чего через сенсорный помощник вы сможете его запускать. Также опытные пользователи знают, что в функции ярлыков можно ставить, например, не очистку памяти, а любые другие функции. Я показал вам тот расклад, которым пользуюсь сам. Это очень удобно. Теперь, что касается обновления, зайдите в настройки, приложение, все приложения, в поиске пишем сенсорный помощник, кликаем по нему, посмотрите, какая версия установлена у вас. Это моя стандартная версия 9.0.3.7.0. Теперь, друзья, смотрите, у меня есть обновление на версию 9.0.4.5.1. Это более новая и стабильная версия. Каких-то дополнительных функций у меня она не несет. Но как заявляют Xiaomi, она более стабильна. Лично я ее обновляю. Версию я уже тестировал, все в порядке. Если возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Как всегда, желаю всем качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах.